Здравствуйте, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз 2024 год по месяцам. И на канале есть плейлист, я оставлю ссылку в описании под видео в инфобоксе. 2023 год, второе полугодие. Вы как раз можете перейти по ссылке, выбрать по Солнцу или свой асцендент, или по Луне и просмотреть видео, насколько уже теперь, по прошествию дней, месяцев, откликались в вашей же душе на те или иные события, насколько это резонировало с предыдущим прогнозом. Чтобы получить подсказку, может быть, есть смысл посмотреть как и по Солнцу, так и по асценденту, или, мои дорогие, даже по Луне. В целом, 2024 год для вас время продуктивное, наиболее где-то, знаете, когда ваша активность, она не будет уходить в импульс, а когда вы реально можете изменить свою жизнь, свое качество жизни. И сам год уже начинается с притока новой энергии. Почему? Планета Юпитер. Вы находитесь словно под защитой Юпитера. И вот эту самую энергию, но энергию структуры и порядка, все-таки Юпитер, это у нас где-то планета, которая любит, чтобы все было по порядку, по закону. Вот это имейте в виду. Так вот, в июне еще больше приток энергии и еще больше каких-то возможностей. По сути, мои дорогие овны, все 12 месяцев для вас великолепное время. Обновить идеи и вдохновение. А также появятся действительно новые возможности. Причем, может быть, те возможности, которых вы раньше не допускали или отрицали что-то, или вы думали, что, ну нет, я так не поступлю, буду поступать как-то по-своему. Вот здесь ваше отношение к жизни, ваша тактика, стратегия в 2024 году как будто будет претерпевать изменения. И благодаря этому вы сумеете сделать намного больше, чем в 2023 году. Итак, смотрим 2024 год, Овен, по месяцам. На удачу и успех, мои дорогие! Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Хорошо, две карты. Зачем-то так выпало. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и, ну, положу сюда, декабрь. Почему взяла январь? Потому что для вас, может быть, вы меня смотрите, когда еще до января, до конца января остались, ну, некоторые дни, и у вас сейчас на пороге какое-то решение нужно принять. Вот давайте узнаем. Итак, январь для вас. Время реальности. У кого-то в январе могут произойти те события, как вы столкнетесь, если у вас, допустим, вы занимаете ответственный пост, или у вас в бизнесе могут проходить, увы, мои дорогие, какие-то проверки, или проверяющие могут прийти к вам и по месту службы. Но, видимо, вот такая перезагрузка, она совершенно необходима для того, чтобы вы увидели какую-то реальность. Для вас будет очень важно находиться или уметь находиться в холодных энергиях, не время импульсу. Вот у вас, видимо, ну, мы смотрим на конец января, видимо, для вас, мои дорогие овны, в конце января будут важны холодные энергии, логика и никакого импульса. Вас могут, зная ваш характер, пытаться увлечь, привлечь к какому-то делу, вам могут что-то доказывать, и люди-то могут быть с очень сложным, скандальным где-то характером. И вот суметь сдержаться и увидеть правду, не поддаться импульсу, не быть втянутым в какую-то авантюру, самому туда не попасть как будто, да, из своих желаний, а умение видеть, что есть на словах и что есть конкретно на деле, какая-то реальность. Вы можете, кстати, решать какие-то вопросы для кого-то по здоровью, вопросы, связанные с детьми, вопросы, связанные с поездками, с переездами, или вам, может быть, придется срочно куда-то отправиться. Вот своеобразная перезагрузка у вас идет в январе, наверное, для того, чтобы открыть новые возможности. Февраль. Точно. И вот они приходят, новые возможности. Эта карта у нас Иерофанта.
И это то, что у нас все по закону. Вообще это карта стабильности в первую очередь, и это наша готовность учиться чему-то новому. Вот, видимо, после этой своеобразной перезагрузки для кого-то из вас как новая работа, это именно ваше желание, или, может быть, вам предложение будет какое-то по новой должности. Для кого-то из вас реализовать себя как, знаете, в проекте, о котором вы долгое время раздумывали и не могли подступиться. Мы готовы чему-то учиться по карте Иерофант. И опять же, все делать по законам. Сам по себе месяц энергии прекрасен, как и оформить какие-то документы, как и учиться на чужих, кстати, ошибках. Об этом нам тоже говорит карта. Так и в неспешном каком-то ритме провести важные согласования. Ну и плюс отчасти финансовая стабильность тоже гарантируется, потому что Иерофант нищим не бывает. Поэтому февраль стабильно успешный месяц. Но это не значит, что расслабишься. Тут как раз что-то, знаете, как по документам, да, словно застолбить, оформить, вот что-то такое может проходить. И это благополучное решение, потому что открыты будут все двери. Люди готовы будут вам где-то помогать, взаимодействовать с вами. И отчасти вот это умение слышать, слушать, учиться и быть открытым миру. Для вас, для кого-то откроют вообще новые возможности. Или, как повторяюсь, знаете, когда вы можете реализовать свои амбиции в честолюбивых планах, когда я либо бизнес, может быть, у вас были партнеры, а тут захочется самому командовать парадом, или это по работе, когда, правда, не надо оставаться где-то на вторых ролях. По этой карте мы учимся не просто так из любопытства, а мы впоследствии меняем наш статус. И, видимо, о смене статуса, ну, у кого-то это и в личной жизни, мои дорогие овны, через предложение, может быть, руки и сердца, которое либо вам сделают, либо вы сделаете. У каждого здесь по-своему. Но по карте Иерофант есть какие-то согласования, как и в высоких инстанциях, так и решение части юридических вопросов. Март. Нечего добавить, туз кубков. Но опять же, ваша интуиция. Вот, кстати, в этом году уделите внимание интуиции тоже. Если раньше был на первом месте импульс, то здесь нет умения слышать подсказки собственного шестого чувства. Обратите внимание, да, туз кубков. Но вот над этим кубком у нас как будто глаз, это прообраз лучезарная дельта, и сверху все фазы Луны. Как будто не имеет значения, какая фаза. Вот есть какая-то реальность. Уметь увидеть на пару шагов вперед. Чего-то не упустить. И, кстати, по финансам тоже благополучная очень карта, потому что рыбы плещутся, как будто у основания этого кубка. И это вопросы денег, финансов, имущества. Это наше в целом благополучие по этой карте идет. И поэтому в марте вы уже себе можете сказать спасибо. Вовремя, может быть, переключились как раз с импульсных каких-то энергий на более продуманные, холодные. Вы здесь как сможете, ну, для себя, может быть, даже с самого начала какое-то дело обустроить или сделать, может быть, первые шаги, но уже результаты, мои дорогие, к марту в том или ином вопросе вы точно получите. А у кого-то это и в личной жизни какие-то счастливые перемены. Шикарно, не случайно карта Иерофант. Впереди выпадает апрель для вас, мои дорогие овны. Ну, как интересно-то для вас. Действительно, сплошная энергия, карта силы. Помните, с самого начала говорю, у вас очень сильная позиция, но карта силы не про импульс, не про силу такую грубую. Это энергия, как у карты мага, мои дорогие. А маг, как известно, он себе во вред ничего не сделает. Он больше манипулятор, нежели настаивает где-то на своем. Он обойдет острые углы. Он сделает незаметно, красиво, что-то элегантно. И, безусловно, сильная позиция, она сопряжена с тем, что вы допускаете, что время приносит нам новые обстоятельства. Люди будут менять свое мнение. Это время, когда вы надеетесь сами на себя. Но это вообще вам и соответствует. Но если вы прежде взяли бы какой-то реванш, а здесь вы можете отступить полшага назад и придете к удивительному выводу. Надо же, вот я, казалось бы, только наблюдаю и действую вот так вот, может быть, точечно или в нужный момент времени, а эффект у меня в разы получается больше. Правда, сильная позиция. Слушайте, как и свою интуицию, и где-то
самому себе будет не навредить, удерживать все то, что у вас получилось, ну, может быть, создать, договориться, заработать за предыдущий период времени. Правда, вот такая удивительная перезагрузка в энергии логики, какого-то, ну, больше прагматизма, рационализма, уход вот от рывка, от этого, от импульсности для вас открывает совершенно другие перспективы. Май – любовь. Или у кого-то, правда, личная жизнь. Если мы перекладываем на удачу, на успех, это идет, опять же, продолжение вот этой самой перезагрузки и более дипломатичных энергий, когда у вас получится решить благодаря умению договариваться любой вопрос. Наверное, карта Иерофант для вас открывает новые как и возможности, так и инстанции. И может, знаете, такой будет момент проигрываться. Все же вы люди открытые, вы люди смелые. И те, кто вас долго знают, они как раз привыкли к какому-то стереотипу или могли привыкнуть в отношении вас, что Овну можно задать какую-то траекторию, и он уже побежал. А вот тут совершенно другая энергетика. Вы о себе самом в глазах окружающих ломаете шаблон. И вам это дважды, трижды, четырежды, наверное, помогает. Как и в вопросах согласований, как в вопросах финансов, личной жизни, своих честолюбивых планах, так и в вопросах любви. Буквально так. Июнь. У нас две карты перевернулось. Что для вас, мои дорогие? Ну, закон не нарушаем. Вы здесь, скорее всего, либо будете оформлять какие-то документы, или какая-то тема вас может заинтересовать. Знаете, как, ну, может быть, инсайт или какое-то предложение. Или вы для себя какой-то прогресс можете увидеть. И рядом, посмотрите, с импульсной картой, это паж жезлов, выпадает аркан справедливости. Может быть, это для вас июнь, когда хочется где-то рывка, ускориться. Есть какой-то интерес, когда, ну, до жути может захотеться сделать по-своему. А все равно, вот не случайно две карты выпало. Справедливость нам говорят о чем? Держи эмоциональный баланс, не нарушай закон, не сделай себе что-то во вред, не поторопись куда-то. И у нас весы, а как известно, весы это как раз про дипломатию. Опять все та же дипломатия вам помогает. Ну и знание законов, умение как раз свой, может быть, какое-то желание, намерение, цель обустроить на бумаге или что-то согласовать. Но в то же время это не месяц для риска. Энергии будет в 2 раза больше. Я говорила, Юпитер как раз словно с июня вам еще больше придаст энергии. Но вы должны к этому периоду, к июню, уже уметь этой энергией управлять по-новому, мои дорогие овны. И, ну, где-то избегать столкновений с законом. Закон мы соблюдаем. Даже улицу переходим в том месте, где положено, а не где всегда. Обычно я об этом напоминаю. Потому что, знаете, в каких-то в мелких моментах или в нюансах, может быть, прежний какой-то период вы, ну, что-то делали на автоматизме, и оно всегда, словно мы говорим, да, прокатывало, сходило с рук, а вот здесь не сойдет. Вот здесь расчет вашей энергетики для вас самих, причем верный, который согласуется как и с обстоятельствами, как и с событиями вашей жизни, так и буквально с законом. Вот такая задача перед вами в июне. Июль. Шикарная карта, 9 кубков, но здесь, увы, не про любовь. Это карта самодостаточности, это карта успеха, это карта надежного положения на данный период времени. Это важных, опять же, согласований. У нас показан человек, который, ну, как хозяин таверны, ресторана, поднимает кубок за свое здоровье и посетителей, что единое целое. Очень хорошо проиграется, когда вы себя попробуете, может быть, знаете, как хобби перевести, ну, в разряд способа заработка, может быть, сделать это основным способом заработка, или попробовать хотя бы монетизировать, или какое-то ремесло, которым вам нравится заниматься. Вот для вас в июле будет очень важно, чтобы вы занимались любимым делом. Может быть, мои дорогие овны, вас уже к этому подводит какая-то ситуация в предыдущие месяцы, и здесь вы получаете как надежность, уверенность, чувство вот какой-то защищенности в июле, так и новые перспективы. Когда вы хозяин своей жизни, тех процессов, которые
вам словно по судьбе будут предопределены дальше, но вы уверенно смотрите в будущее, потому что вы готовы к каким-то неожиданностям. У вас все, мои дорогие, под контролем. У вас, я не могу сказать вот из всех выпавших карт, что у вас хоть 1 месяц можно расслабиться. Как будто так. Ладно, идем дальше. Это июль, август. Какая-то история о себе может напомнить. И вот как раз вот эти холодные энергии вам будут помогать. Может о себе напомнить человек, есть какое-то разочарование. Но по этой карте это не новое событие, это возвращение либо кого-то, либо подобной ситуации, которая была прежде в вашу жизнь. Что-то о себе может напомнить. И где-то карта говорит о чем? Что уже это отгорело, отболело. Мы должны перевести, по крайней мере, по этой карте, как будто это израненное прежде сердце, оно уже не болит, оно осталось целым, понимаете? И это те минусовые эмоции, которые мы теперь переводим в ситуацию, а ситуацию в опыт. И по этой карте, или буквально в нашей реальной жизни, какая-то история в августе будет вам напоминать дежавю. Как будто я уже с этим сталкивался. Или что-то подобное мне это вот походит на то, что было прежде. Это может быть как и личная жизнь. Это могут быть от вопросов документов, ну, наверное, в любой сфере жизни. И здесь будет очень важно не обновить ошибку какую-то, мои дорогие, в августе. Поэтому и удерживать свои позиции. Не поддаться, может быть, импульсу. Поэтому будьте внимательны и не время эмоциям. Вот как будто так. Сентябрь. Король кубков. Он как раз великий маг и волшебник, если мы говорим про энергетику. И он умеет балансировать между чувствами и материализмом. Обратите внимание, практически в любой карте, любой колоды Таро, всегда король кубков, он словно на постаменте. То есть на каком-то материализме его незыблемость основывается. И вот для него основа – это деньги, финансы, надежность. Это где-то то, что вы будете чему уделять внимание, может быть, особенно в июле. И о чем нам еще говорит карта, что вам придется переключаться, может быть, с вопросов личной жизни, где вы можете себе позволить как раз эмоции, на вопросы дела, работы, бизнес, деньги, где вообще никаких эмоций не требуется. Карта говорит об умелом взаимодействии с самим собой, со своими желаниями. И когда мы знаем, где проявлять какую-то, может быть, импульсность или расслабиться, да, все-таки по личной жизни это вопросы могут быть и, кстати, связаны с вашим партнером или конкретно в этом месяце вы можете словно решать вопросы вступления в брак или, может быть, с родственниками вашего партнера какие-то будут, ну, контакты или тоже общие дела. Или по этой карте, когда придется больше внимания уделять, может быть, своему жилью, недвижимости, или переезжать, может быть, даже где-то с семьей. Ну, личная жизнь и финансы. Может быть, отношения по работе, по бизнесу и опять же финансы. И вот переключение между этими двумя энергиями, причем понимать, когда какими пользоваться. Вот это будет в центре внимания. Может быть, это где-то будет та ситуация, когда у вас начинается с августа что-то, а завершится уже в сентябре. Но, может быть, и Соломоново решение придется принимать в сентябре. Октябрь. Паш кубков. Сам по себе октябрь, вы знаете, ну, я бы сказала, более по энергиям нейтрально радостный месяц. Нам не говорят о том, что будут какие-то, ну, прорывы или наоборот какие-то минусы. Могут быть вопросы, связанные с вашими детьми, но все же Паш кубков. У кого-то может, кстати, завязаться новое знакомство, но это когда мы не строим планов. Это может быть и дружба, это может быть какой-то интерес, может быть интерес, но где-то чувственный в отношении вас, мои дорогие овны. Тут тоже такое может быть, но это просто карта спокойствия и каких-то положительных энергий, когда все идет своим чередом. И больше радости, по крайней мере, вот об этом нам говорит в целом благоприятный месяц. Об этом говорит карта. Итак, ноябрь.
Королева кубков. И если мы говорим об энергетике этой карты, это может быть как и вопросы личной жизни, это как развитие какой-то вашей личной истории, любовной истории, которая как раз где-то получает продолжение, может быть, и это то знакомство, которое было, уже случилось, и вы будете с чем-то определяться. Вторая как будто половина года 24-го будет как раз посвящена личной жизни или более спокойно надежным энергиям. Может быть, вы с чем-то в сентябре уже будете определяться или какие-то обстоятельства в вашей жизни вас к этому подведут. Но королева кубков это та, которая умеет себе не навредить, мои дорогие. Она умеет как раз сохранить. Может быть, и есть какое-то ожидание. На самом деле по этой карте такое значение тоже есть. И поэтому нам говорят, не тормоши себя, не педалируй какую-то ситуацию. Тут, может быть, будут такие события, когда вы не в силах что-то ускорить. Поэтому терпение где-то, может быть, и у вас и кровь в жилах закипает от этого слова. Но в данном случае терпение, умение предвидеть на пару шагов вперед. Вот эти качества вам будут помогать. Декабрь. Карта Луна. Вот нас неизбежно, правда, подводит кубковые карты. И, кстати, все кубковые карты – это отчасти про интуицию. Это, если мы говорим вопросы личной жизни, у нас выпала пара. Обратите внимание, как король кубков, так и королева. И по карте Луна у нас прекрасно проигрывается, знаете, как тепло домашнего очага, когда вы можете дома что-то именно или заниматься вопросами дома, или делать жилье более комфортным, или это наши близкие, которые нас понимают и любят. Но и сама по себе карта Луна, это как 1000 неопределенностей. И как будто в декабре 2024 года точно не выносить вердиктов, не давать кому-то обещаний, не заключать серьезных сделок, мои дорогие. Луна. Как будто нам говорят, выглянет солнце, и все встанет на свои места. То есть в декабре вы можете чего-то не видеть так, как дело обстоит на самом деле. Может быть, это где-то эмоциональный фон на вас так будет воздействовать. И декабрь месяц следует провести спокойно, не устраивая для себя, скорее всего, режим многозадачности. И по карте Луна как будто что-то мы еще можем не увидеть. И поэтому тут важно вообще не торопиться, чтобы мы чего-то не упустили, словно не уступились, не сделали тоже какую-то оплошность, понимаете? А вот такие спокойные энергии как раз проводить 2024 год хорошую возможность вам предоставляют. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.